Hi guys! Сегодня у нас будет последний ролик с обзором локаций. Позади уже рассмотрены все локации и осталось всего 4, которые сегодня проверим на FarmBP. Это кордон, яма, лес и бар. Первым делом я бы хотел начать с кордона, так как там дают больше всего опыта боевого пропуска. По снаряге на кордон у меня все то же, что и было по традиции в предыдущих роликах. Это Сатурн и СТС. Я закупился на плотный фарм, но так как на кордоне нельзя купить БПшки, я заранее их купил и положил на персоналку. Хотя могу отметить заранее, что на кордоне особо не нужны патроны для автомата, так как в основном я буду фармить мутантов. Поэтому на второй забег я уже взял в 2 раза больше патронов на дробаш. А сейчас вкратце о забегах. Первым делом, как только вышел с базы, сразу пошел фармить, что очевидно. Но для начала хотел проверить, сколько опыта будет падать со спотов людей и мутантов, чтобы понять, как строить дальнейший маршрут. Первое выпадение 4 опыта с кабанов дало понять, что выгоднее всего фармить мутантов. Подфармив еще несколько спотов, а также бандитов, я заметил, что с людей выпадает меньше опыта, чем с мутантов, хотя на большинстве локаций все наоборот. Поэтому, попутно фармя споты, выстроил для себя маршрут, по которому буду качаться. И вот какие области для фарма оказались самыми эффективными. А вот что по поводу маршрута. Я выходил с базы и шел наверх к железной дороге. Затем фармил эту область и двигался вниз, зачищая все на своем пути. Приоритетом для меня стали кабаны, так как с них падает больше всего экспы. Потом шли хрюши. Всех остальных я не трогал. А собак убивал только если не по дороге попадались. Далее возвращался через эту часть наверх и снова фармил. Таким образом я ходил по кругу, выфармливая все, что попадалось. Сделал я всего 2 таких забега длительностью по 30 минут каждый. Кстати, я поставил один схрон, но он мне так ни разу не пригодился, так как на мостах мало людей, да и была ночь. Итак, за первый забег я зафармил 148 запечатанного опыта, а за второй 157. Итого выходит 305 запечаток, а это 7,5 уровней. А за сами споты я нафармил еще 3,5 уровня. В итоге вышло 11 уровней за час на кордоне. То, друзья, очень неплохой показатель, учитывая то, что это кордон. Из плюсов это то, что тут буквально рядом база, да и конкуренции мало. Но актуально это только для мостов. На ветеранках здесь сложнее и опасней. По деньгам, если уж говорить, вышли копейки, но это очевидно. Сразу отмечу, что за сигналы на кордоне опыта не дают, вдруг кто не знает. Так что там фарм только через споты. Теперь что по поводу других локаций, яма, лес и бар. В лесу я пробовал фармить, и если честно, там маловато получается. Споты достаточно разрежены и часто приходят ПКшеры. То же касается и ямы. По области фарма я бы выделил такую в лесу и такую в яме. Проблема еще в том, что локации чуточку большие и споты не так близко находятся друг к другу. Да еще и падает с них меньше, чем на том же кордоне или черных ивах. На этих локациях получается около 7-8 уровней в час, при идеальных условиях, которые трудно найти. Что касается бара, там тоже мало опыта. Во-первых, мало спотов, во-вторых, там война, и в-третьих, за споты тоже дают мало опыта. Подводя итог, могу сказать, что кордон одна из лучших локаций для фарма БП на юге зоны, наряду с черными ивами. Здесь можно делать 11 уровней при хороших обстоятельствах. Конечно, еще есть свалка, где можно делать 15 уровней, но свалка это опасно. А на практике ты редко сможешь вынести 15 уровней в час. Что касается ямы, леса, могильника, мертвого города, болот, армов и путей дураков, то эти локации показывают самые слабые перспективы по фарму опыта БП, в отличие от кордона, черных ив и агрокомплекса. А свалка это вообще отдельный мир. На этом у меня все. Все локации мы разобрали, поэтому с данным форматом роликов закончили. Да и я устал делать одно и то же. Будет еще один заключительный ролик, в котором я составлю тир-лист всех локаций и подведу общие итоги. После этого с фармом БП ставим точку. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал, ведь скоро будет контент поинтереснее, чем фарм БП.